У тебя сегодня праздник? Ты хочешь быть в центре внимания? И я для тебя придумала очень красивый макияж. Поехали! Ирочка, мы тебе нанесли уже тон, так. Поэтому сейчас я взяла чуть более темную пудру, 35-й тон. Это такая легкая коррекция для того, чтобы лицо стало объемным. Светлая в серединке, темная по краям. Сейчас мы нанесем тебе румянки. Расскажи, как наносить румянки, я никогда не знала. Улыбаешься. Так. И на вот эти выпуклые части такими движениями. Приятное движение. Приятные движения. Вот такая получается свежее такое личико. Теперь мы этими же румяшками, маленькой кисточкой наносим на складочку века. Тебе тоже освежаем таким образом. На складочку века вот такими. Румянами? Румянами. Румяна имеют ту же структуру, что и тени. Сейчас мы нанесем тебе синенькие тени. Так. От внутреннего уголочка до внешнего по кругу. Вообще на объем всегда работается. То есть мы делаем от внутреннего до серединки, до яблочка глаза, а потом в обратном направлении. Я сейчас взяла синие тени MAC Naval и кисточка синтетическая, круглая кисточка MAC. Сейчас мы повторяем то же самое на левом глазике. Самое главное, мы сейчас наносим и растушевываем край вот этого нанесения, то есть верхнюю границу, чтобы она не была четкая, чтобы она была тоже растушеванная. Когда наносишь, тоже важно слегка такими вбивающими движениями. У каждой косметики есть своя технология нанесения. Как правило, цветные тени лучше вбивать и слегка протягивать. Они тогда более насыщенные получаются. И меньше вероятность того, что осыпется под глазки, чтобы потом не вытирать и не накладывать заново. Поверх синего я тебе наношу зеленый. Ух ты! То есть создаем такой эффект крылышка жука. Да. Потому что при каком-то преломлении света вот этот синий будет подсвечиваться изнутри и давать очень красивый объем и такой эффект голограммы даже. Здесь мы используем тоже MAC Fresh Flare. И тоже мы растушевываем край и слегка даже заходим на зону, на которую мы не наносили голубой. Чуть-чуть выше. Получается легкая растушевка. Здесь у нас подсвеченная синяя, а потом дальше не подсвеченная зеленая. Получается как растушеванная, красивая, тонкий, более тонкий слой. Обязательно, когда наносишь на кисточку тени, вот да. берешь и потом струшиваешь все лишнее, чтобы оно тебе потом под глазки не осыпалось. Тоже такими вбивающими, растягивающими движениями. Если вы новичок в этом деле, то вы можете сделать такую маленькую фишку. Вы можете нанести тональный крем на веки, запудрить слегка, либо нанести основу матовую. Потом сделать макияж глаз. Пусть они себе осыпаются, эти тени. Потом вы их вытираете. Ух ты! Да. И вытираешь, и потом наносишь тональный крем. То есть вы наносите сначала макияж глаз. Это лучше всего, если вы сами себя красите. То есть вы себя знаете. Теперь мы берем черную подводку гелевую MAC Black Track. И снизу мы наносим. Нам не нужна сейчас четкая граница. Мы нанесли ее. Обязательно вытираем кисточку. В руках у нас всегда салфетка, которой мы всегда вытираем кисточку от лишнего препарата. Для того, чтобы сейчас растушевать край. И растушевываем, опять же, на объем, как ты уже выучила, да, для себя. Да. На объем, от краешка к серединке. И наносим вдоль верхних ресниц. И можно наносить прямо между ресничками, заходить туда, для того, чтобы создать эффект густых ресниц. И тоже мы можем сразу наносить и растушевывать параллельно, потому что у нас уже здесь есть тени. Натягиваешь ногтиком или пальчиком, как удобно тебе, чтобы ровненькое было веко, и чтобы не было у нас такого эффекта дыр-дыр-дыр. Чуть-чуть набираем подводки, снимаем лишнее, чтобы чуть-чуть осталось. Сейчас мы берем MAC Контраст. Это такой темно-синий перламутр. Мы наносим его под глазки, по той черной стрелочке, которую мы сделали подводкой, набивающими такими движениями.
опять же, в том же самом направлении. Наносим на черное синее для того, чтобы еще углубить этот синий. Нужно брать минимум, накладывать лучше на черный, если это темно-синий. И стараться не тушевать сильно далеко, потому что получится грязь. Такими перебивающими движениями. Вот сначала наносишь, а потом уже самый краешек ты растушевала. То есть не надо его никуда тянуть. Тоже есть такое заблуждение всеобщее, что если мы наносим стрелку снизу, мы сужаем себе глаза. Все зависит от того, какой шириной мы будем делать эту, так скажем, стрелку. Да, то есть если мы в серединке этой стрелки ее расширим, сделаем ее более широкой, соответственно, мы этот глазик раскроем тебе. И теперь то же самое мы проделаем с верхней стрелочкой. И теперь мы берем карандашик черный, мягкий. Я беру карандаш BU Soft Liner 610. Слегка вот так себя оттягиваешь, чтобы по глазику не водить. Мой любимый корректор берем теперь MAC. Гармония, да. Гармония матовая. Вот этот как тот самый корректор, который не дает рыжинки. И для того, чтобы понять, где нужно сделать тебе твою скулу, да, ты берешь пальчик и прямо продавливаешь и прощупываешь, где у тебя соединяется верхняя с нижней челюстью. Да. И вот эта впадинка, которую мы должны подчеркнуть. Это в твоем случае. Есть девочки, которым нужно чуть-чуть приподнимать или опускать. Но ты, конечно, должна учитывать, что это не должна быть такая колбаса, которая не растушеванная, да, вот в этом месте. И если ты уведешь ее сильно вот в эту складочку, ты когда улыбаешься, да, хотя вот эта ямочка, да, если ты уведешь прямо ее сюда, ты подчеркнешь вот этот треугольник, который отвечает за возрастной момент. Ага. Ты себе прибавишь лет так 15. Да. Поэтому смотри, что ты делаешь. Ты по направлению берешь вот эту скулу, обязательно сверху вниз, потому что волосочки, и мы таким образом их как бы еще и приглаживаем. Если мы будем делать это вверх, мы их все приподнимем, и наши пушковые волоски будут еще более заметные. Потом мы берем эту кисточку, струсили об ладошку лишнее и уводим куда? Вот это расстояние между носиком и губой. Вот сюда раз и увели. Мы соединяем с теми румяшками, которые мы нанесли в самом начале. А вот я замечала, что некоторые девушки для того, чтобы сделать коррекцию скул, делают вот так. Это не всегда есть правильно, потому что таким образом мы делаем более мужскую коррекцию. Если мы наложим вот в эти ямки, мы себе подчеркнем вот эту скулу. Еще мы тебе немножко удлиним. Скорректируем носик на крылышке носа чуть-чуть. Ну, так называемую пипку носа тоже можем нанести. Пипку? Да. Пипку? На кончик носа чуть-чуть с двух сторон нанесли. Пипка. И на краю. Ты припудрил свою пипку? Мы берем вот эту кисточку, которую мы изначально наносили тебе румяна на веки. Мы опять набираем эту румяшку и наносим ее туда же, где были наши румяна. На растушевку вот этого зеленого, не доходя до бровей, мы выводим вот сюда в сторону. Еще немножко добавляем такого драматизма. И сейчас, когда уже макияж глаз мы практически закончили, мы можем чуть-чуть нанести пудру на кисточку нашу и вот смахнуть слегка то, что у нас здесь было. При таком макияже глаз можно не использовать слишком яркие брови. Для Ирочки я использую такие тени для блондинки. Они не коричневые, они не серые. Он такой светлый блонд, бежевый. Это не обязательно должны быть тени для бровей. Это могут быть просто тени. В коем случае я не советую даже брюнеткам использовать для бровей черные или коричневые темные тени. Нам нужно достаточно густо прокрашивать корень, чтобы опять же создать вот этот эффект растушевки от черного к краю, чтобы не было межресничного края светлого, не прокрашенный корешок. Он создаст такой эффект пустоты между ресницами и веком. Тоже можно тушью задавать направление ресничкам и уводить их вот так в сторону, для того, чтобы создавать такой более миндалевидный глазик. В данном случае мы будем использовать какую-то светлую помаду натуральную, либо какой-то персиковый слегка. Вот есть тоже помадка такая хорошая. В общем, А82 называется тон. Такая она красивая, персиковая.
начинаем рисовать губки. Я всегда начинаю от краешка. От краешка. Потом я прорисовываю серединку. И потом соединяем. Здесь мы прорисовываем серединку. И многие допускают ошибку. Сразу ведут отсюда вниз. И отсюда вниз. Это ошибка. Почему? Потому что таким образом мы можем здесь рано увести, например, а здесь поздно. Да? То есть мы таким образом сделаем асимметрию. Начинаем с уголочков вырисовывать. И поднимаем здесь, ведем на объем. Точно так же, как и тени, да, мы работаем на объем. Точно так же с этой стороны тоже начинаем с уголочка. Теперь мы этим же карандашиком закрашиваем нашу губку. Таким образом мы создаем карандашный макияж губ. И это будет хорошей основой, базой для того, чтобы потом помадка дольше держалась. Возвращаемся к туши. Почему мы не сделали это сразу? Для того, чтобы мы дали верхним ресничкам высохнуть. Да, чтобы мы могли спокойно открыть глаза наверх и прокрасить нижние. Для такого макияжика нижние ресницы прокрашивать обязательно. Они тоже создают такой эффект красивый. Нанося тушь, пальчиком слегка снимаю остатки, потому что на нижних ресницах сразу видно, если перебор туши. И берем помадку. Помадку тоже лучше красить кисточкой. Если мы наносим кисточкой, мы создаем более ровное покрытие. Ну что, понравилось? Тогда подпишись на мой канал и будь в курсе всех секретов макияжа.